Всем привет! Вы находитесь на канале Аврашка Лайф. Меня зовут Наталья. Я живу в Сибири, в Красноярском крае. Сегодня у нас 2 февраля 2024 года, пятница. У нас минус 23 градуса. В принципе, нормальная, не сильно холодная погода. Достаточно комфортно у нас в нашей климатической зоне. Сегодня хотела рассказать насчет рыбы, применения рыбы, рыбных продуктов в кормлении кур. Почему хотела рассказать? Потому что нам от соседей досталась замороженная рыба. Сосед рыбак ловит рыбу и складывает ее, замораживает. И вот он чистил холодильник и нам вывалил 3 килограмма замороженной рыбы. Ну и раз я курам стала эту рыбу давать, решила про это рассказать. Вообще, я считаю, что рыбный белок, рыба сама, он является самым полезным белком из вот всех продуктов животного происхождения. Такие, как даже рыбная мука, да, рыбокостная мука, ну и непосредственно сама рыба. На кормовые цели вот в рамках больших предприятий обычно используют непромысловые сорта рыб. Вот это сорная рыба, которая вылавливается вместе с большими промысловыми партиями. Почему я считаю, что рыбные белки самые лучшие белки для всех, для человека и для животных? Потому что они очень легкие, они легко перевариваются и, кроме того, содержат необходимые аминокислоты именно в нужной пропорции для организма. И поэтому все рыбные корма и корма из морепродуктов, да, из животных морских, они имеют большую биологическую ценность именно в том, что это очень полезный белок для организма. И когда даешь курам в корм рыбную муку, вот я сейчас даю рыбу, рыбную муку я тоже давала, но вот когда вот особенно рыбу даешь, то прям изменения очень существенные, прям заметно, можно сказать, прямо на глазах. Я могу так утверждать, потому что вот непосредственно рыбой я кур кормлю уже, наверное, дней 10. И я точно могу сказать, что прям очень хорошие изменения. Какие есть изменения? Вообще, в принципе, если регулярно кормить рыбой, какие будут изменения? Во-первых, повышение яйценоскости. Прям конкретное повышение яйценоскости. Если молодняк кормить рыбой, то, соответственно, молодняк лучше растет и крепкие, такие хорошие крепкие цыплята. Но это уже должны быть, конечно, подрощенные цыплята, а не малыши совсем. А также регулярное употребление скармливания рыбы улучшает состояние костной ткани, да, особенно у растущего организма. Костной ткани и хрящевой ткани. Понятно, потому что в рыбе содержится много кальция и фосфора, именно в хорошей пропорции, которая необходима для для животного организма. И также там есть рыбий жир, это витамин D. То есть прям все кладезь сплошная. И также снижается количество яиц с тонкой скорлупой и с деформированной скорлупой. Тут тоже, я думаю, все понятно. Минеральные вещества эти тоже делают свое дело. Вообще, домашняя птица и куры, в частности, они, в принципе, с удовольствием едят любую рыбу, там и рыбные отходы, что ты им дашь. Нужно просто понимать, правильно ты это делаешь или нет. В каком виде можно давать рыбу? Съедят, конечно, и сырую, но мой выбор только после тепловой обработки. Конкретно я рыбу варю не менее 20-30 минут. Почему я это делаю? Этому есть 3 причины. Первая причина – это тепловая обработка убивает различных паразитов, которые могут содержаться в рыбе. Это и так понятно, да? Во-вторых, дополнительная тепловая обработка делает белок, который содержится в рыбе, еще более легко усваиваемый, потому что этот белок разрушает на простые составляющие части, соответственно, организм это все лучше воспринимает. И третье, это тепловая обработка разрушает антипитательные вещества, которые содержатся в некоторых сортах рыбы. Например, такое вещество там содержится, как антивитамин тиаминаза, который разрушает в организме
витамин В1, который называется тиамин, да, тиаминаза разрушает тиамин. Вот. И при тепловой обработке, соответственно, этот антивитамин, он разрушается. Соответственно, вреда для организма мы при регулярном употреблении мы никакого не нанесем. Я читала, что данный антивитамин, он есть не во всех сортах рыбы, но как бы информация противоречивая. Тут пишут, что в этой рыбе есть, тут пишут, что в этой рыбе нету. Поэтому я предпочитаю не рисковать. И всю рыбу, которую я даю своим курам, я подвергаю тепловой обработке всегда. И еще отмечу, что рыбная мука является также продуктом, прошедшим высокотемпературную обработку. Поэтому в рыбной муке тоже такого вещества, как тиаминаза, не содержится. И мы ее даем, не опасаясь. Ну и в качестве примечания хочу отметить, что соленую рыбу, конечно, курам давать нельзя. Ни соленую рыбу, ни внутренности от соленой рыбы. Впрочем, так же, как и жареную рыбу, также давать нельзя. Итак, что мы имеем? Я до этого снимала ролик, как я даю рыбу своим птицам. Сейчас я вам это покажу. Еще что, окуней? Окуней пока. Ну, да тут в основном окуни. Вот и маленькое яйцо. Продолжаем разговор механическое после того, как электрическая дала дуба. Еще головы налима огромные. Итак, после героических усилий у нас получилось вот 3 мешка рыбокостного фарша общим весом 3 килограмма 300 грамм. Каждый мешок, ну, 2 есть по килограмму, 1 где-то кило 300. Теперь курочки будут шиковать у нас. Чтобы дать курам, привариваем рыбий фарш. Итак, вот что мы имеем сегодня готовить курочкам кушать. Сыворотка, на которой, собственно, будет замешиваться комбикорм. И вот такая вкуснятина в виде вареной рыбы с костями. Я маленечко водички добавляла, поэтому она с бульончиком просто красотища. Сейчас мимо собаки шла, он мне не дал пройти, пока я ему кусочек не дала попробовать. Смел за милую душу. Ну, в общем, начнем готовить и пойдем кормить кур. И вываливаем в корм наш вареный рыбокостный фарш. Так как он хорошо проварился, все косточки здесь стали мягкие, и все вещества, которые разрушают в организме витамины, если они тут есть, например, тиаминаза, они разрушились под тепловой обработкой. Остались только легко усвояемые белки, которые содержат необходимые нам аминокислоты. Ой, да что это? Дайте мне насыпать, господи. Так, эти накинулись, а этот требует, чтобы ему тоже дали. Сейчас пойду этих кормить. А эти все вон накинулись прям на еду. Ой, накинулись, господи, дайте мне выложить. Эти тоже едят. Что вы пришли? Ведро пустое. Это моя ручная бройлериха, которую муж прозвал Лена Летучая, потому что она всегда летит, когда заходишь в курятник, летит на руки. Короче, едят очень хорошо. Яйценоскость, вот смотрите, с утра
Яйценоскость повышается буквально, ну, наверное, на 4-5 день. Уже видно. Пойду посмотрю, что в этих гнездах. Тут уже тоже есть. Тут еще пока нет. Тут уже что-то есть. Тут это обманка. Ну, короче, ну еще утро, еще рано. Сейчас они у меня налупятся, так сказать, и пойдут. А я пойду сейчас им нарежу тыкву еще. Так, вот у меня тыква порезанная, смешанная с отрубями, чтобы сильно сока не было. И сейчас еще покромсаю немножко чеснока сюда. Вообще хочу снять ролик, как я делаю витаминный салат для кур. Если интересно, напишите в комментарии. Вот так это выглядит. Вместе прямо с шелухой порезала и даже покромсала палочки от чеснока, от головок. Ну все, сейчас все это перемешаю, пойду тоже высыплю. Ну все, десерт пошел. И тут тоже. Ой, счастье-то какое. Вообще куры очень хорошо едят чеснок и шелуху от чеснока. Я вот когда осенью чищу чеснок прямо над выгулом, они там всегда стоят и ждут, когда чешуйки упадут, и их склевывают. Поэтому я всегда чеснок им режу вместе с чешуйками. Заклёцал, заклёцал. Ну, собственно говоря, это все, что я хотела сегодня рассказать. Кому было интересно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. А сейчас спасибо всем за внимание. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. Всем пока.